Привет, друзья! Сегодня у нас состоится очередной баттл дальнолетов. Первый участник батла Autel EVO 2 Pro. Второй участник батла Autel EVO 2 Pro с винтами Enterprise. И чтобы было совсем не скучно, третий участник, победитель прошлого батла Хапсан Zina 2 Plus. Именно в такой последовательности они сейчас будут выступать. Место проведения нашего батла – Красноярское водохранилище. Сейчас утро, уже не раннее, уже 9:30. И основной момент заключается в том, что на улице минус 38. Поэтому сегодня у нас батл будет слегка экстремальный. Несмотря на то, что уже совсем рассвело, хотя солнце еще не вышло из-за ближайших горок, видимость у нас совсем плохая, но это только по низу, я так надеюсь. Поэтому, когда дрон полетит, будет видно намного лучше. А полетит он вон в том направлении. На улице очень холодно, разумеется, управлять дроном я буду из салона автомобиля. Надеюсь, лобовое стекло не окажет воздействия на дальность полета, но если это произойдет, придется выскакивать на улицу. Ну что же, дрони, погнали! Ой, ты бедненький, как его канаёбит. Так, только не говорите мне, что у нас всю дорогу так будет. О! Ну, вперед! А что-то поверху-то дует? Ох, не нравится мне все это. Конечно, с видимостью у нас тут небольшой прокольчик, но никто не подозревал. Небо ясное, солнце уже вот-вот выйдет из-за горизонта, я вижу, оно появляется. Окей. Фух. The aircraft is coming home. Возвращайся. Может быть, надо было немножко подождать, но суть от этого не меняется. Пролет все равно состоялся правильный. За пятерочку мы улетели. Теперь главное вернуться назад. Ой, ёлки. Low battery warning. Еще 2,8, блин, low battery warning. Ну, теперь я вижу, что дрон возвращается нормально. Теперь мы его точно не потеряем. Low battery warning. Давай, еще пониже сделаем его. Ё-моё, на таком морозе-то и грохнуться нефиг делать. Да. Давай-ка смотреть вперед. The aircraft is landing. Ох ты, нифига себе, куда он улетел. Ну как-то так, вообще ничего не видать, полностью все затянуло. А поверху, ну вот оттуда тянет, да. Получается, с того направления какой-то хилус идет. Итак, результаты первого полета Autel EVO 2 Pro со стандартными винтами. Время в полете 21 минута.
Максимальная дальность 5600 метров. Несмотря на то, что на момент старта батарея показывала 18 градусов, к концу полета ее температура составила 8,4 градуса. То есть в такой мороз она не может поддерживать свою температуру и все равно постепенно охлаждается со всеми вытекающими отсюда последствиями. Теперь быстро меняем пропеллеры. На самом деле это засада, конечно. Очень холодно. Самая засада, когда вот так вот завалится что-нибудь между сидений, и хрен потом достанешь. Движки холодные, обжигают руки аж. Ну что же, вот батарейка, которая вспухла. Посмотрим. Ух ты, бедненький, из него прямо дует холодным воздухом. Initializing aircraft attitude. Please take off later. Ну, поехали. Да, присутствует какое-то движение воздуха. Надо заметить, что по большинству прогнозов ветер обещали совсем незначительный или полное его отсутствие. Это противоположный берег. Вот сейчас как бы стало лучше видно. Можно хоть как-то позиционироваться. Вау! Да это ж мы до плотины уже долетели. Low battery warning. Вот теперь самое интересное. The aircraft is coming home. Батарея 54, температура 10,2. Videolink сигнал из УК. Только что убрал, короче, пульт из зоны видимости от лобового стекла, и дрон сразу потерялся вообще, то есть запикало все. Ну ничего, пока летит, еще 15 минут у него как бы отображается. Это 50% емкости батареи. Короче, на винтах Enterprise он улетел дальше, почти на километр. Короче, тест не получился такой, какой хотелось бы, потому что, то есть, видимость, конечно, что называется, 0, иду по приборам. Температура батарейки опустилась до 6,9. Видимо, назад он идет легче, без нагрузки. Хотя, в принципе, 6,9, 7 сейчас опять вот немножко приподнялась. Короче, батарея себя немножко поддерживает в температуре. Но, блин, 7 это, конечно, уже низкая температура. А нам лететь еще 2,5, почти 3 километра. Может спустить его еще пониже. Удивительно, но держит батарейка, вот даже вздувшаяся немножко батарейка держит в принципе неплохо. Пока что, ну, температура, конечно, упала вообще 6,3 градуса. Это, конечно, беспокоит. Ну, давай, 2 километра с лишним еще, блин. Если мы так будем лететь, то замерзнем нахрен. Low battery warning. Вау. Предупреждение Low Battery Warning поступило, а у нас еще 33% заряда и лететь еще 900 метров до нас. Высоту я почти сбросил, 42, 43, 40. Вот так вот, пускай летит на такой небольшой высоте. Что-то гимбал у него замерз уже. Ё-моё. Давай, долетай. Не хочется бегать. Не хочется бегать совсем. Даже по Красноярскому морю. Ладно, пока он долетает. Надо одевать рукавички уже, встречать. Эх, пошли встречать бабушку.
А вот и солнышко встало. Ну что же, результаты второго полета с винтами Enterprise порадовали. Хотя, учитывая условия тестирования, добавили вопросов. Время в полете составило 17 минут. Максимальная дальность 6400 метров. Температура батареи 6,3 градуса. Холодно. А я-то думал, с утреца на рассвете, как фигану. А тут, ну, как бы сами видите, что получилось. Второй пролет получился лучше, потому что солнце уже все-таки встало из-за горизонта. Остался у нас Хапсан Зина 2+, даже не знаю, стоит ли оно того. Но назвался груздем, как говорится, полезай в кузов. Ну что же, все-таки третий участник нашего батла, победитель прошлого батла, Хапсан Зина 2+. Попробуем, на что он способен сейчас. О! Что-то плохо у него все. Батарейка уже не алё. The home point has been updated. Please be mindful of the new return to home Как point. он интересно взлетает. Ну попробуем. Battery error. Whoa. Please replace now. Battery error. Да. Ну, хоть маленечко подняться, посмотреть. Вот так вот. Ой, ладно, рискую разбить дрон. Что-то с батарейками у него не заладилось. Ой! А чё так? Ой! А чё так? Landing. Давай, давай, уже глуши моторы, все. Остановить запись. Ну что же, Хапсан Зина 2+, несмотря на то, что я тренировал эти батареи 4 дня, показать никаких результатов уже не смог, потому что он старичок. Ну, как старичок? 3 года эксплуатации, за 3 года, несмотря на то, что количество циклов заряда-разряда было небольшое, порядка 33-34 циклов, батареи пришли в негодность. Пора менять. Кстати, по этому поводу видел на Алишке банки для этих батареек. По крайней мере, их позиционируют как банки для Хапсан Зина 2+. Думаю попробовать заказать и перенабить их. Как думаете, стоит оно того? Как я и ожидал, винты Enterprise показали очень хороший результат. Лучше, чем стандартные винты. И это не может не радовать. С видимостью, конечно, получился прокол. Но что тут поделаешь? Короче, даже в перчатках пальцы отмерзают практически мгновенно. Не забывайте поставить лайк или дизлайк и подписаться, если вы до сих пор этого не сделали. Только нормальные рукавички спасают в такой мороз. А все эти перчатки хрень какая-то. А вот такие одел, и можно ходить гулять. Все, до новых встреч. Пока.